Рада приветствовать вас на канале «Жизнь женщин». Когда все идет привычным для нас образом, в большинстве случаев мы без особых проблем знаем, что нам делать, как и когда делать. Но так бывает не всегда. Многие из нас часто попадают в безвыходные ситуации, чувствуют себя потерянными и беспомощными. Правда такова, что попасть в них очень легко, а вот выйти– это настоящая работа над своим пониманием жизни и сложившейся ситуации. Но все равно выход всегда найдется. Так что же нам мешает как следует подумать и принять правильное решение в любой ситуации? Правильно, эмоции. Именно они могут заставить нас принять поспешные и неправильные решения. А когда ты чего-то не знаешь, а знать при этом надо, потому что надо что-то делать, то эмоции обязательно в этом случае возникнут. Разумеется, негативные. И есть два способа их усмирить. Чтобы они не навредили, это что-то делать и не делать ничего. В первом случае человек что-то делает, чтобы не бояться собственного бессилия, а во втором случае он просто ждет, чтобы успокоиться и не паниковать. Как говорил Уильям Бэрроуз, когда не знаешь, что делать, не делай ничего. Все наши привычки работают в четкой последовательности команд, подобно компьютерным программам, а запускают их события, которые с нами происходят. И если это событие напоминает нам неприятные переживания из детства, то велика вероятность, что мы будем чувствовать себя такими же растерянными, как тогда. Как быть, если вы обнаружили себя в безвыходной ситуации и не знаете, что делать? Самое главное– это перестать себя жалеть, здраво оценить ситуацию, бороться с пессимизмом и страхом. Мы должны приучить себя смотреть позитивно на сложившуюся ситуацию и все, что нас окружает. Нам нужно контролировать себя, научиться взвешивать положительные и отрицательные последствия, принять то, что мы тоже можем ошибаться. Итак, 10 шагов по выходу из безвыходной ситуации. Первое. Остановиться. Перестать делать множество действий, которыми вы спасали себя от контакта с собственным состоянием. Прямо сказать себе «стоп» и остановить движение по инерции. Побыть в тишине, прислушаться к себе, посмотреть на данность. Это тот шаг, который необходимо сделать в первую очередь. Второе. Признаться, что застряли. Так и сказать себе «похоже, я в болоте». Я застряла и не знаю, что мне делать дальше. Третье. Осознать ваш вклад в происходящее и смысл сложившейся ситуации. Для этого вам нужно ответить на вопросы. Как я здесь оказалась? Что я сделала для этого? Зачем я здесь? Для чего эта ситуация в моей жизни? Знаю, как непросто ответить на эти вопросы, как неприятно иногда отвечать на них, но они стоят потраченных усилий. Кроме того, полезно иногда переключать свое внимание с вопроса «почему» на вопрос «зачем?». Это подобно тому, как убрать шумы в музыке. Четвертое. Прожить застывшие эмоции. Непрожитые переживания делают нас тяжелыми, наше видение мутным и ограниченным, наше мышление инертным. После того, как вы немного прочистили ум, можно выгрузить эмоции и снять напряжение через дыхание, движение, голос, погружение внимания в тело. Процесс этот непростой, зато потом становится легко, чисто и свободно. Пятое. Выбрать направление. Вопрос из серии «Что я хочу?», в каком направлении я хочу двигаться? Выражение «я хочу, чтоб не было» – это не про направление, это скорее про убегание. Если вы словили себя на этом, просто переформулируйте в позитивном ключе. Что вы хотите, чтобы было? Шестое. Не нужно бояться, что вы ошибетесь. Старайтесь не задавать себе вопросов, просто не знаю, что делать в сложившейся ситуации, как поступить. Нет такого человека,
что не делает ошибки. Даже самый умный и самый мудрый человек ошибается. Нужно быть благодарным тому, что у вас есть свой сундук с опытом. И именно это позволит вам стать сильнее и крепче переносить жизненные тяготы. Не бойтесь выходить из зоны своего комфорта. 7. Измените отношение к проблеме. Помните, вы не единственный человек на Земле, который попадал в трудные ситуации. Есть очень много людей, переживших тяготы жизни и посерьезней. Возможно, вы просто не хотите выйти из привычного состояния своей жизни и понять свою проблему. Но именно это вам необходимо. Примите решение, что это вас действительно не устраивает. Тогда вы можете без особого сожаления расстаться раз и навсегда с нелюбимой работой, вредными знакомыми, с эмоциями страха, жалости, злости. А если что-то жалко, придется жить как жили, пока опять не прижмет. 8. Работа над самооценкой. Когда вы себе говорите, что делать, не знаю даже, это означает, что ваша самооценка сильно занижена. Поэтому начинайте работать над ней. Если этого не делать, то что бы вы ни предпринимали, у вас будет большая вероятность, что вы вернетесь на прежнее плачевное место. Нужно полюбить себя и не разрешать всем глумиться над вами. Так что хорошенько поразмыслите над тем, что вы произносите. Возможно, вы сами наговорили себе проблему и просто ленитесь ее решать. 9. Лень – ваш враг. Боритесь с ленью, повышайте свою мотивацию, а не просто говорите. Вы можете записать возможные пути решения вашей ситуации на бумаге. Записывайте даже самые фантастические. Все пишите и прочтите через время. Вы увидите, что некоторые из ваших записей достойны аплодисментов. 10. Прочь жалость. Кто не испытывал удовольствия от жалости к себе? Мол, я такая несчастная, погладьте меня по головке, скажите, что все будет хорошо. А как оно станет хорошо, никто в тот момент не спрашивает. Вы, наоборот, ставьте перед собой цели, забудьте о людях, что вас обижают и приносят только негатив в вашу жизнь. Если даже вы зависите от них материально, подумайте, как решить эту зависимость. Не разрешайте жалеть вас людям, не разрешайте признавать то, что у вас нет выхода, что во всем виноват рук судьбы. Это все неправда. И тогда вы начнете понимать, что ваша безвыходная ситуация – это просто ситуация, из которой есть не один выход. Резюмируя сказанное, можно сделать вывод, что безвыходных ситуаций не бывает, что в большинстве своем наши проблемы надуманные и носят чисто психологический характер. Поэтому, если вы себе говорите «просто не знаю, что делать», значит нужно остановиться и обдумать все происходящее, и в процессе обдумывания ничего не предпринимать, а потом идти вперед и устраивать свою жизнь. Поделитесь в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Не забудьте подписаться на канал и поделиться с друзьями. А я благодарю вас за лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока.